Так, мои солнечные панели. Это маленькая панель. Крепление. Разъем. Коннектор, как его называют. И здесь вот есть такой для зарядки гнезда для USB, будем говорить так. Для зарядки телефона. Большая панель. Ну как, относительно большая панель. Она где-то, не знаю, под углом, наверное, градусов 45 расположена. Панели у нас соединены параллельно. Напряжение они хорошо выдают, в общем, хорошо, но согласовывается все работает. Обратите внимание, оно не сильно видно, значит, каждая панель у меня привязана веревочкой. Это на тот случай, если, ну мало ли, оборвется, ветром сорвет, чтобы панель не падала вниз людям на голову, а висела на веревочке. На рисунках хорошо показан их внешний вид. Можете внимательно рассмотреть. На этом рисунке показана комплектация маленькой панели. Первый шнур. Это к автомобилю. Можно прям в прикуриватель вставлять, чтобы подзаряжался аккумулятор автомобиля. Второй шнур. Я его использую для подключения к аккумуляторам. Тут показаны прессовски еще на третьем рисунке. Я ими не пользуюсь. Где-то был, почитал, посмотрел, что оно не очень надежно. И, в принципе, у меня особой необходимости не было в них. И четвертый рисуночек, это маленькая коробочка. Это на маленькой, она небольшая коробочка, на маленькой панели, она крепится, ну, с тыльной стороны. Это тут показан, это USB, два USB выхода, чтобы можно было подключать шнуры зарядки телефонов. На технических характеристиках маленькой панели я останавливаться не буду. Единственное, что я могу сказать про нее, для зарядки телефонов она пойдет. С самого начала, когда она была одна, эта панелька, ничего не было, я телефоны заряжал. Уже не помню, насколько долго оно заряжалось, но меня устраивало, как оно заряжало телефоны. Больше я о ней пока ничего не могу сказать. Большая панель. Ну, тут я выставил табличку, какими данными они обладают, эти большие. Это с сайта, где я покупал. Ссылки я потом выставлю. Моя панель 80 Вт. Ну вот, технические характеристики. Максимум 18 вольт. Но даю... тут есть без нагрузки. Дает она 21,6 вольта. Так выдает 18 вольт, как они пишут. Ток 4,4 ампера. Ток короткого замыкания 4,84. Размер 59 на 79 сантиметров. Толщина 1,8 миллиметра. Вес 2 килограмма. Ну вот, пожалуй, все, что о ней можно сказать. Суммарная максимальная мощность, которую выдают эти две солнечные панели, где-то около 60 Вт получается.
Ну, а реальная, будем говорить так, в течение дня при хорошем освещении, когда не очень жарко, ну, в среднем 45-50 ватт. Ну, как раз оно хватает для работы компьютера. Плюс аккумуляторы подстраховывают. Так, с панелей напряжение наше через вот этот вот разъем, через провод идет на, ну, назовем ее так, плата управления моим электричеством, моей солнечной станцией. Верхняя клавиша — это напряжение, подающееся с панели, отключается. Ну, то есть, если этот разъем отключить, то будет то же самое, что выключатель. Стоит выключатель. Этот индикатор стоит непосредственно с панели, через выключатель идет на него. Показывает напряжение, ток и мощность, которую выдает. Вот выключаем, все пропадает. Включаем, пошло дальше. Ну, еще. Следующий выключатель. Это выключатель батареи. Его нежелательно сейчас выключать. Ну, в общем, этот выключатель непосредственно идет на этот провод и идет на батарею. Этот индикатор показывает напряжение, которое идет на батарею. Ну и, как его называют, регулятор заряда. Вот он работает. Стрелочка мигает, то есть показывает, что заряд идет, вот батарея заряжается. Эта стрелочка показывает, что напряжение идет сюда на выход, на вот эти, ну, будем говорить, на вот этот шнур. Отключается это. Вот. Нажал кнопку, на выход выключилось напряжение. Включил кнопку, пошло на выход на вот эти провода. Это делалось для того, ну, все изначально я пробовал делать, чтобы было 12-вольтовые. То есть тут стоит несколько гнезд, конкретно 5 штук. Ага. И одно, будем говорить, как на вход. И на выход 5 гнезд. Ну, я сюда подпаял напрямую. То есть выдается напряжение 12 вольт. 12. То, что идет с батареей. Вольтметры. Смотрим на показания. Показания разные. Это идет с батареей на нашу систему. Это показывает, вот провод идет на батарею. Ну а здесь показывает, ну, само устройство это. Тут есть погрешность, вот смотрим. То есть он показывает неправильно, поэтому ставились эти вольтметры. Ну и еще одно, что есть у меня. Это коробочка. Стоит выключатель. Вот засветилось красненьким, выключили, потухло. Это идет на зарядку. Заряжаю телефоны, фонарики. В общем, USB зарядка. Это на 4 входа, будем говорить так. Ну вот, пожалуй, все пока в общем. Потом дальше отдельно я остановлюсь на каждой вещи, постараюсь описать ее. Назначение, настройку этого устройства покажу, но это, наверное, будет в отдельном видео. Теперь
переходим к нашим батареям. Вот я сейчас покажу каждую батарею отдельно. Батареи соединены параллельно. Вот видно, провод идет. И вот красный провод идет на ту батарею. Значит, вот эти провода, что я только что показал, белый и красный, их надо сделать потолще. Да, желательно не только их, а все провода надо брать потолще. Я дальше потом постараюсь объяснить, почему оно, что и как. Вверху это подключено у меня, ну, будем говорить, от солнечной панели, от той платы регулировки, и идет сюда на батарею. Вот оно на батарею приходит по этим разъемам. Два разъема. Внизу два клеммника. Это идет уже на инвертор. Инвертор тоже расскажу, покажу в отдельном видео. И голубенький, это счетчик вольт-ампер-метр, ватт-метр. В общем, по-разному называют. Тоже я отдельно постараюсь показать его настройки. Но в основном систему показал. Буду стараться теперь подробно за все рассказать. Если все подытожить, то, что я вам показал, значит, вся эта система предназначена для того, что если не будет вдруг электричества, в тяжелую минуту смогло, как говорится, помочь, поддержать. Зарядить телефоны можно. Я телевизор смотрю, когда нету электричества. Можно с флешки, можно с антенны смотреть. Инвертор брался помощнее, инвертор выдает синусоиду, мощненький. Мощность бралась из расчета того, чтобы работал холодильник. Купил, проверил на холодильнике, холодильник работает. Потому что у нас было такое уже, что и двое суток не было электричества. А включить холодильник на какое-то время, чтобы он набрал холода, все-таки спасает продукты. Если вы хотите использовать, как говорится, чтобы экономить электроэнергию, то на это не рассчитывайте. Я хоть и подключаю днем, когда солнце, но вот можно прикинуть, что оно мне экономит. Если каких-то 6 часов включено, то по 40, по 50 ватт, 300 ватт. Ну вот перемножьте на свой тариф, узнаете, сколько за день вы сэкономите. Ну, учитывайте то, что это все надо. Я провод протягиваю, подключаю, переноску. В общем, насчет, чтобы экономить электричество, этого всего мало. И аккумуляторов мало, и солнечных панелей мало. Контроллер, конечно, потянет больше, если панель поставить, и аккумуляторы больше поставить. Он пойдет, он на 100 ампер, как они писали. Ну, верить тому, что пишут, не это самое, не надо. Ну, 100 ампер у вас вряд ли будет. Те, кто ставит панели, которые выдают по 100 ампер, те люди ставят серьезные контроллеры, чтобы работало все нормально. Значит, когда стали проблемы с электричеством, как я говорил, что бывало и по 2 суток не было, первым делом купился аккумулятор, потом в скорости купили зарядку от сети, чтобы можно было. Аккумулятор большой купили сначала.
Потом зарядку от сети купили, чтобы можно было аккумулятор от сети заряжать. Потом ради пробы, ради эксперимента купил эту маленькую панель. Ну, во-первых, телефоны зарядить можно в экстремальных случаях, это тоже много значит. И плюс попробовать, поэкспериментировать, как оно что будет. Потом через время купили еще один аккумулятор поменьше. Купили из каких соображений. Конечно, все упирается в деньги, как вы понимаете. Были бы деньги, можно было бы все побольше, покруче сделать. Ну, бралось по минимуму, чтобы обеспечить себе быт, когда нету электричества в сети длительное время. Второй аккумулятор был приобретен для того, что... В общем, получалось так, что я же говорил, что первое время я рассчитывал все на 12 вольт, что буду пользоваться всем 12-вольтовым. Ну, за исключением там телевизор, холодильник и все прочее. С таким расчетом, чтобы можно было перенести аккумулятор. Большой, конечно, очень тяжело нести, тем более здоровье уже не то, чтобы тягать такие вещи. Маленький перенести проще. Ну, в итоге, будем говорить, 12 вольтами мы почти не пользуемся. Включаем преобразователь и пользуемся через 220 вольт. Потом приобрелась вторая панель. Все-таки она дает хорошую зарядку. Ну, для этих аккумуляторов ее хватает. За день заряжает она. Но опять же, смотря какие условия. Если погода пасмурная, то выдает очень мало электричества. А настанет тут зима, вот там ноябрь, декабрь. Там погоды такие, что солнца вообще почти не видно. Сырость, слякоть. Но, тем не менее, если нету электричества, то хоть какая-то зарядка будет идти на аккумуляторы. Естественно, позаряжать телефоны, светильники можно. Небольшие светильнички. Ну, то есть вся система, чтобы выручить в нужный момент, подходит для этого. Ну, все ограничивается в деньгах. В общем, я доволен. Будем надеяться, что электричество будет всегда.